Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня будем делать украшения, бусины которого... Сейчас я вам покажу. Ой. Не знаю, видно вам, нет. Хвост кометы это называется. Такие бусинки. И в этом украшении будет присутствовать вот такой элемент. Он называется Пест Баджера. Это Непал. И все вместе, эти бусины и этот вот топор Пест Баджера, как вам сказать? Ну, в общем, короче, это дает такой прорыв в жизни, но это так считается с давних времен. Бусины, вот этих хвост кометы, они дают силы вот рискнуть в жизни и добиться чего-то. И в творчестве, там, и в работе, ну и вообще в жизни. И топор этот, он помогает разрубить все узлы, которые есть у человека, и добиться всего, чего он хочет. Вот, потому что это не просто топор, а видите, вот 3 стороны и прям вот такие штуки. В общем, вещь мистическая, редкая. Вот будем делать такое украшение. Причем это подходит как мужчинам, так и женщинам. Вот такой амулет. Ну, как, знаете, как говорят, унисекс. Вот. Украшение будет простое, без всякого выпендрежа, без лишней фурнитуры, потому что весь заряд, как говорится, энергетический, несут эти бусины. И не нужно тут отвлекать еще на какой-то чуждый металл. Вот, этого вполне достаточно. Вот, бусины я чередовать буду. Эти и просто вот черные. Шунгит это, по-моему, я уже не помню. Но тоже камень-то такой. И лечебный, и... Да, шунгит точно, господи, уже забыла. Вот. Сейчас мы вот это дело соберем. Ничего тут нет особенного. Справится и ребенок. Тут сам факт бусины и вот этот амулетик. По центру у меня будут крупные бусины, а уже к спине, к шее помельче. Вот я их просто собираю на тросик, на ювелирный. Ничего тут нет такого, никаких секретов. Я еще раз говорю, тут играют роль сами камни и Пест Баджера. Я очень люблю делать украшения с какими-то интересными для меня вещами. Или с какими-то камнями редкими. Так, вот так вот сейчас и будем собирать. Ну что ж, мои дорогие, собрала я. Вот видите, да? Тут поменьше пошли уже к шее. Украшение будет 45 сантиметров. Потому что, в общем-то, в основном-то носят молодые люди, а шейки-то у них не как у нас, пожилых. Вот. Но если кому-то надо будет сделать побольше, я сделаю, переберу.
Так, вот, и еще что, про комету я вам сказала, да, с хвостом. А еще вот звезда на фоне растущего месяца приносит силу тому, кто переживает непростые времена или нуждается в потоке жизненной энергии для решения сложных задач. Вот. Так что все серьезно. Вот. Ну и все, сейчас я поставлю замочек удобный. Я очень люблю эти замочки, потому что они позволяют застегнуть и расстегнуть самому себе без посторонней помощи. Я не люблю эти карабины. Вот. Это гораздо удобнее. И в то же время они не расстегиваются. Вот. Ну что ж, сейчас соберу, и будет готово. Так, ну что же, мы одеваем вот такие полые внутри трубочки. Называются они кримпы. Вот такие вот маленькие. Это еще не самые маленькие. Вот, одеваем. Так, сейчас колечко. Ой, где у меня колечко? Очень не люблю работать на камеру. Почему-то начинает все валиться из рук. Ну, приходится. Вот разогнула колечко. Колечки разгибаются в стороны. Не вот так вот кольцо разгибается, а в стороны. Так. Одеваем одну сторону замка. Мне пишут иногда девочки, почему вы повторяете, как это делается. Ну как же не повторять-то? Смотрят разные люди. Кто-то первый раз посмотрел, и ему интересно, как сделать. Так, теперь тросик продеваем вот сюда. Вот у меня. Так. Продеваем кримп сюда. Когда украшение легкое, я один кримп делаю. Оно и так никуда не денется. А эти бусины не тяжелые. Так, вот видите, что получается. Вот. Сейчас загнем. И зажимаем этот кримп посильней. Так, вот в этот раз есть у меня проблемка одна. Нет у меня вот этих под серебро бусин, которые закрывают вот этот кримп. Его надо закрыть, потому что некрасиво, да и он может царапаться. Вот, так что, ну, бусины черные, оно не будет в глаза бросаться. Дело в том, что живу я в Крыму, и у нас тут мало того, что ничего не купить, никакой фурнитуры, очень маленький выбор. Так еще и Алиэкспресс не заказать. Уже года 2, наверное, санкции против Крыма у Алиэкспресса. Вот. Поэтому я летаю несколько раз в год.
к детям в Мурманск и в Питер, в Москву. И заодно там заказываю на Алиэкспресс, покупаю все, что можно, и привожу сюда. Вот, видите, закрылась. И все хорошо. А хвостик мы продеваем вот в эти бусинки. Вот так вот. Ой, а тут соскочила. Ну и в другую сторону то же самое. Точно так же сделаем. Вот видите, попасть не могу. Извините уже за ногти, я тут и с краской дело имею, и, в общем, все что угодно. Декорирую. Скоро Новый год, поэтому приходится делать всякое разное. Задеваем вторую сторону. Я это все показываю так подробно. Может быть, кто-то решит тоже заняться. Как обычно, это начинается для себя. Ну, во всяком случае, у меня это несколько лет так было. Я раньше носила украшения постоянно. Покупала. Потом думаю, а что я покупаю? Может, мне самой заняться? Зажимаю. Я думаю, что у многих так. Сначала там подарки друзьям, родным, подружкам. Но сейчас время тяжелое, людям не до украшений. Ну, я уже по-другому не могу. Мне надо делать. А потом я тут живу одна в Крыму. Внуков у меня тут нет. Заниматься мне не с кем, только летом. Вот, а это мы обжимаем аккуратненько со всех сторон, чтобы эту бусинку не перекосило в сторону, потому что есть такое. Если вы ее просто сожмете, она не будет круглой, она вся перекосится. А так потихонечку, не торопясь, вот и все закрылось. Так, эти я через 2 бусинки продела, сейчас отрежу. Ну и все, и украшение готово. Сейчас я вам его на манекене покажу. Так, украшение готово. Вот так вот оно выглядит, но оно на шее будет, оно будет под шею, ну так вот где-то. Просто у манекена маленькие размеры.
Вот такие вот интересные бусины получились. Спасибо всем огромное за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. До новых встреч, мои дорогие зрители.